Всем привет! Меня зовут Антон Старский. В этом видео речь пойдет про накладку Hipster от немецкой фирмы Sauer Roger. Это средние шипы. Накладка тестировалась в толщине 1,1 мм. Основание OFF от китайской фирмы Inhe. Основание без карбона и в целом довольно мягкое, как для атакующих оснований. Я обращаю ваше внимание на то, что здесь речь пойдет именно о толщине 1,1 мм. Толщины 1,5 мм и 1,9 мм будут отличаться по игровым свойствам. Сразу в двух словах скажу, что это шипы, которые дают максимум управляемости. Максимально легко попадать в стол, но при этом соперникам тоже довольно комфортно. Если вы ищете среди средних шипов что-то противное, то Hipster однозначно не для этого. И в таком случае я рекомендую вам обратить внимание на Inhe Pluto Евро или средние шипы от доктора Aggressor Explosion KO или флешбэк от фирмы Der Material Specialist. Первое, на что я обратил внимание, это скорость. Шипы медленные. Именно медленные. Во время теста я много раз совершал глупые ошибки, когда принимал подачу и хотел сыграть коротко. И у меня мяч летел в середину сетки по высоте. Иными словами, я не добивал мяч до стола соперника. Это не минус и не плюс. Лично для меня это непривычно и неудобно, поскольку я привык к среднескоростному шипу. А тут совсем медленная скорость. Играть таким я не умею. Тут нужна другая картинка игры и другая техника. Но все-таки постарался для вас заснять немного видео для демонстрации. Второе. У хипстера довольно большое сцепление, как для среднего шипа. Если кто не знал, то у коротких шипов сцепление слабее, чем у гладких накладок, а у среднего шипа слабее, чем у короткого шипа. Среди средних шипов хипстер, наверное, один из самых цепких. В итоге получается, что из-за маленькой скорости и высокого сцепления хипстер 1.1 делает попадание в стол максимально легкой задачей при выполнении накатов, подрезок, блоков и топспинов типа скрутки слева. Но при этом соперник часто успевает к мячу, и ему комфортно по нему атаковать. Вначале я попробовал поиграть хипстером на мягком основании off-минус. Сопернику было легко, и он часто делал мощный топс, а я ходил за мячом. Отчасти это потому, что я не умею играть таким медленным цепким средним шипом. Но все-таки мне кажется, что off-минус основание для игры у стола таким шипом неудобное, если вы хотите атаковать. Поэтому я переставил хипстера на более жесткое основание со скоростью off, и эта ракетка оказалась более играбельной. Как видите на видео, соперник то попадает, то не попадает, то есть противность присутствует в некотором количестве. При этом я отмечу, что большинство атакующих оснований заметно жестче, чем то, которое на видео. А значит, хипстер на них будет играть немного более противно. Если же вы попробовали эту накладку и захотели получить то же самое, но чтобы было все-таки больше противности, то можете взять Inhe Pluto Евро 1,2 мм. Я ставил эти два шипа одновременно на ракетку с двух сторон и обнаружил, что они очень похожи. Одинаковая скорость и одинаковое чувство мяча. Но у Плута сцепление меньше, то есть возможность придать вращение меньше, но и противность больше. Всякие блоки, накаты, плоские удары хипстером 1.1 исполняются очень контрольно. Отдельно скажу про тычки в короткой игре, когда вы хотите легонько направить мяч в неудобное для соперника место. С одной стороны, скорость маленькая, и это облегчает управление. А с другой стороны, шип довольно зацепистый по сравнению с другими средними или длинными шипами. И если к вам прилетело вращение, а вы пытаетесь коротко точно пихнуть, то вам сделать это сложнее по сравнению с менее зацепистыми шипами. В общем, очень хорошая управляемость – это главная особенность этого шипа. Скрутку слева исполнять приятно. Если вы грамотно используете этот элемент, то он будет вам помогать. Если будете просто скручивать, лишь бы попасть в стол, то готовьтесь сразу блочить, потому что велика вероятность, что соперник ответит вам топспином. Я предположу,
что основания со скоростью медленнее off- будут неподходящим вариантом для игры хипстером 1 на 1 у стола. Слишком медленно. Одной тухлостью не выиграешь матч. В некоторых ситуациях надо пробить на вылет по завышению. В некоторых ситуациях в быстрой короткой игре надо коротким движением подставить или пихнуть мяч и направить его в пустое место, чтобы соперник не успел. На основании off- это довольно проблематично. Но тут все-таки еще сказывается непривычность к такой скорости лично у меня. Если научиться, то будет легче. А с основанием еще медленнее это уже будет фиаско. Ну а на основании off уже вроде бы довольно играбельно. При этом, как видите, это не скоростной стиль игры, а комбинированный, когда вы часто отдаете инициативу и блочите. Вес у данного шипа довольно большой. В этом плане он является противоположностью плута Евро 1.2, который, наоборот, легкий. Подведу итог. Хипстер 1,1 мм, средний шип с большим сцеплением и очень медленный. Его можно ставить себе, если вы хотите играть в тактически комбинированный теннис. Допустим, справа вы играете агрессивно, а слева блочите, пихаете по месту, где нету соперника. Делаете противные медленные короткие топсы, опять же по месту. После чего, если соперник возвращает, то атакуете мощнее или добиваете. Иными словами, это накладка для тех, кто любит максимальный контроль. Максимально точно направить мяч, чередовать медленную игру с быстрой игрой, блок и топспин. Противность у хипстера имеется, но я бы рекомендовал забыть о ней и сконцентрироваться исключительно на грамотном управлении мячом, чтобы направлять его туда, где будет неудобно сопернику. Противность в данном случае будет приятным и неожиданным бонусом. Рассчитывать на нее для выигрыша очков будет ошибкой. Также хипстер 1.1 можно попробовать для защиты, если вы хотите время от времени вместо защитных действий играть агрессивно, и вам длинные шипы на губке для этого неудобны. Я не гарантирую, что он подойдет для этого. Но придать вращение можно, ослабить приходящее вращение тоже можно. Так что для агрессивной защиты вполне возможно кому-то понравится. И я думаю, этим шипом из-за его малой скорости можно защищаться на бэкхенде на атакующих основаниях с любой скоростью, даже на off+. Насчет мягкости чувства не могу точно сказать, поскольку толщина и1 все время пробивается до дерева. И соответственно чувство наполовину идет от основания. И оно, конечно же, будет гораздо жестче, чем у толщины 1,5 мм. Хипстер точно не жесткий и, наверное, не сильно мягкий. То есть где-то средний по чувству мягкости и жесткости. И напоследок я хочу напомнить вам, что все обзоры на нашем канале делаются для того, чтобы помочь вам избежать пробования десятков разных накладок и оснований в поисках желаемого. Все это отнимает очень много времени и связано со значительными неудобствами. Поэтому, если вам нужна помощь или консультация для выбора инвентаря и товаров для настольного тенниса, обращайтесь в магазин TT Maximum. Мы поможем вам выбрать более подходящий для вас инвентарь.